добрым утром, дорогие друзья. Доброго времени суток. Канал Рыболов Копатель приветствует вас. И мы с Тимурычем сегодня снова приехали на хуторок. Тут как бы и ручеек, и хутор, несколько домов было крупных. Хотим походить вокруг, посмотреть, что интересное будет. Ну, вы, конечно же, все увидите. И вот, посмотрите, кем-то выкопанный кусок немецкого шлема прибывает в лесном музее. Приятного просмотра. Ребята, вот подошли к фундаменту. Конечно, тут уже копано. Но вот смотрите, такое замечание интересное. Видите, какой крупный булыжник уложен в фундаменте. И почему-то, как правило, всегда вот такие постройки с крупнокаменного фундамента, это не жилые дома были. Тимур говорит, что есть мнение на этот счет. Да, ребят, всем привет. В общем, мнение такое. Германия вообще выдавала беспроцентные кредиты на развитие сельского хозяйства. И получается, что амбар, ну это и сельское хозяйство и было. То есть, да, там какие-то коровники, ставили поилки. И поэтому амбары зачастую были сделаны лучше, чем дома жилые. Вот можно даже посмотреть. Ну вот всегда так, даже вокруг. То ли конюшня это, да, была? Вот, ну почему? Что-то да, такое. Скот стоял, поилки какие-то стояли. То есть он прям модернизирован был, сделан под все под это. Уже не первый раз обращаю на это внимание, что если крупный булыжник в фундаменте, то это или мельница какая-то, или амбар, или там конюшня, или... Я так понимаю, может быть, знаешь, потом кто-то приезжал, ну и делали экспертизу своего рода в те времена. На целевой расход средств. Да, и типа. смотрели, да, как сделано, поэтому и делали так грамотно. Вот такое мнение, друзья. Согласны вы или нет? А может, у вас есть какая-то информация на этот счет? Если таковая имеется, пишите в комментарии, друзья. Стекляшка какая-то. Опа. Тут прицелись, Тут тоже фундамент был. Вот это вот все стягивали сюда, гребли. Начал подшурфливать. Тут вот первый с этой ямки сигнал. Один феник цинковый. Тимур пошел проверять фундамент. И вот такой замочек попался. Что характерно с ключом. Тимур, тяжело копается, да? Очень, да. Но не глубоко тут. Ну, земля, почва хорошая относительно. Ага. Не глина. Не суглинок, Тимур. Выброси следом вот такой вот кусочек крышки от серебряных часов. В накопителе лома серебра. Ковырялся чуть-чуть с Тимуром. Не могу на месте сидеть. И ноги мерзнут. Ну, не мое. Хочется ходить, друзья. Зашел в лес. Сигнал такой смешанный был. Сначала выкопал какой-то типа гвоздика стальной. Но звенело очень сильно. Там интересная находка. Смотрите. Смотрите, что выкапываю. Тутунь. Смотрите, какой малыш. Вот это, наверное, язычок и был, скорее всего, от него. Либо вот так вот он висел, что скорее всего. Вот такой
Колокольчик. Зачет. Простенький, но все равно круто. Коровьи, наверное, с хутора гуляли, паслись здесь, травку кушали, разнотравье. Опачки, верховая находка грибника. Да. Потеряшка грибника, точнее, находка-то моя. Подстух, складничок. Почистил. Ну, к сожалению, даже в хозяйстве не приспособишь уже. Видите, у него вон лезвие уже все. Хотел открыть вот этот штопор, а он не открывается, а просто гнется он. И все. Финиш, короче. Ножичку. Жалко. Не Золинген, конечно, это вам, друзья. Смотрите, ребят, какое-то увеличительное стекло. Я подумал, что от бинокля, но не совсем-то похоже. Увеличилка, короче. Тимур снялся с фундамента, говорит, не понравилось. Очень тяжело копается, друзья. Топор не взял, корни. Короче, Как в том фильме Пауло Соррентино «Великая красота». Монашка, который 100 с лишним лет, говорит: ты знаешь, почему я питаюсь одними лишь только корнями? Не знаю. А почему же? Потому что корни — это важно. И у нее вокруг фламинго там стояли, и она такая вот так дует, и фламинго полетели. страшно, да? Да. Может, даже вставку сделаю из этого фильма. Переправа, переправа, говорит, берег левый, берег правый. Снег довольно-таки шершавый. Приветствую вас, друзья, и мы уже в зиме. Так, дальше смотрите, что у нас выбрасывает, ребят. Выбрасывает ножны. Ух, бляха-муха. Ну зачем же так? Такие вот. С одной стороны вроде и ничего. А с другой стороны вон свищ. Опа. Кирка. Вполне себе бодрячок. Оп, сразу выпадает кабель. Немецкий. Видите, разваливается, трухлявый, вроде медный. Ковырнул его. Вон медяшка торчит. Какое-никакое подспорье. Расчехляю. Тимур говорит, дед обманул сейчас очень сильно. На пряжку партийного лидера. Смотрите, какой обман. Иса. Вообще. Накладка. Накладка ИСАшная. Да, Ну ничего, бывает. конечно. Когда-то и настоящая вылезет. Бывает частенько, да, такое. Немного, но все равно приятно, друзья. Сейчас еще заметил неприятный факт. Смотрите, у меня ухо еще отщелкнулось.
Пока держится. Ну, новой катушкой пахнет, друзья, пахнет. Смотрите, какие осколки. Патриотика, походу. Первая мировая. Что-то цветное вылетело. Похоже на бирку. Сейчас почищу, посмотрим, что это было. Что-то надписи есть какие-то. Вот, друзья, почистил, и до сих пор доподлинно неизвестно, от чего вот эти бирки были. Похожи они такие, которые на уши там вешали коровам. Но посмотрите, тут сколько клейм. ДРП, Хаупнер. Что-то супер. Причем Гесшутс, регистр, ДРП. Не знаю, короче. Кто знает точно, пишите, друзья. Может, вещевые какие-нибудь. Клеймо какое. Веймар. Вербанс. Фабрик. Печная плитка, наверное, была. Еще такая же. Это бирка. Кричит Павел. Павел, есть щетка латунная, элитная, которая? Конечно, есть, Тимур. А что у тебя там, я спрашиваю? А он и отвечает. Монеточка какая-то. Да я и так вижу, что это серебро. Марочка, да? Наверное, одна. А то и две. Да нет. Одна, да, вон. Это веймарская. Да, я про что и говорю, Да. скорее всего. Зачисти на радость подписчикам. Вот с ней делаешь, Да, когда потом как пишут. будто, да. Ну а что? Монетка, Во-первых, в перчатках. Во-вторых, дома ты ее. Там за это самое. Но она горелая, ребят. Тут горела, да, тут уже хорошо горела. Еще и щетка такая. щетка смягчающая. Да, совсем плохая. Давай я сейчас ее сделаю тебе. Марочка одна, по-моему. Да. Вроде она. Даже не факт, Тимур. Что-то какая-то подозрительная. Да, она там Вот я расплылась. Тимуру ее почистил прямо сейчас непосредственно. И мы видим, видите, она вот пузырями уже пошла. Левый низ пузырями пошел, к сожалению. Горела. Нещадно горела. Хорошая монетка была. Ну, серебро, серебро. Вообще какая-то малышня вылетает, ребят. Монетосик. Маленький такой. Один феник. — 1932. Сохран такой, смотрите. Такие кованые старенькие крюки. Так, ничего интересного. Ерундень всякая. Ну, что-то пытаемся где-то что-то зацепиться. Не знаю. Ребят, что-то вон показалось. Там, блин, либо серебро, либо олово, непонятно. Может, нержавейка. Ростфрай. Да, нержавейка. Ну, сохран какой, да? Вообще шоколадная. Могла бы быть и с этой, с куропаткой. Ну.
Или рад какая-нибудь. Что-то написано там, ну-ка дай погляжу. Ростфрай. Ну, и то хорошо все равно. Офицер употреблял что-то. Слушай, звенит хорошо. Опа, колечко. Блин, Часики! Красота, блин. Слушай, надо Золота честь. нет? Цвет блеклый такой, непонятно. Не похоже, как будто бы, да? Золото вряд ли. Что там, видать, что? Ну-ка дай гляну. Я ни хера не вижу, блин. Что-то есть какие-то чекухи? Ну давай, докопай, что там. Еще что-то звенит. Вон она упала, пластинка. Бритвенник, не? Да, по-моему, от бритвы. Или шпанга. Ну, вот тут стоит подумать теперь. Для бритвенного маленькая, как будто. Маленькая, да. Скорее всего, шпанга была. С этими, понял? Ну, маленькие повторители наград эти, да? Да, тут эти... Ну-ка, крестики. позвони, еще есть что-нибудь или нет. Сейчас будем часы смотреть, ребят. Прикинь, золотые. Ну, слушай, кстати, Тимур. Прозвякивает что-то еще или нет? Что-то там написано, ребят. Как бы и не золото. Ребята, часы золотые, походу. Часы-то золотые. Етит его молотит, блин. Смотрите внимательно, друзья. Мы видим 14 карат. Мы видим 585 тысячных. А 14 карат это, по-моему, и есть 585-я проба золота. Так что, друзья, это корпус... Золотой корпус от часов. Ребята, ошалеть. Вот это номер. Вот это Тимур красавчик, конечно, дал дрозда. Бывает. Тимур просто среди банок, да, среди мусора. Вот оно, как обычно все бывает. Лежит просто, все звенит. Начинаешь ногой отковыривать там или еще снимаешь землю чуть-чуть, и вот тебе, пожалуйста, вот они лежат. Вот так вот. Накопанных веками местах, блин. Местах, да, короче. Евстахий, короче. Да. Евстахиевые трубы аж заложило, короче, после такой находки. Ну вообще красава, просто В красава. этом-то и прикол нашего дела. Свои 10 тысяч рублей, я думаю, будут положены на карман. Ну что-то многовато. Вот так вот и бывает, друзья. Среди советского мусора попадается золото. Хотите верьте, хотите нет. Это чистая правда. Вот они. Еще и какая-то а-ля лилия там. Ремешок был кожаный. Видите его остатки. Механизм, конечно же. Ну там латунь, наверное, смесь. Какие-никакие пару граммулек рыжья. Так что вот так вот, ребята. Я думаю, на этой позитивной ноте и закончим сегодня. Перелопатили много, а находок-то толком и нету никаких. Вот, просто под занавес выскочили. Приятно, всегда приятно такое вознаграждение. Тимура поздравляем, зачет. Вы запомните, там где золото, там никогда нельзя просто так уходить. Вот вам и подтверждение лишнее тому. Короче, смотрите, пошла медятина. Ну-ка, это прям у тебя этот? Да, да. Изолятор? Изолятор, да. Смотрите, ребят, пошла вытяжка. Пошла межпозвоночная грыжа, пошла работать. Ай, под дерево, походу. Не отстрелила, главное, чтоб сейчас по ногам мне как даст нафиг. Дурдом. Не, все, под дерево пошло, надо будет крыть. Всех благодарю за просмотр, уважаемые зрители. Желаю вам
отличного настроения, здоровья, мира и добра. Подписывайтесь, кто еще не подписался, ставьте пальцы вверх. И, конечно же, пишите комментарии. Кто желает поддержать, закрепленный комментарий и описание подскажут, как это сделать. У кого проблемы с YouTube, заходите на Дзен. Впереди много интересного. Это 100%.